Всем привет! Сегодня у нас на обзоре очередной фонарик от фирмы Safirn. А фирма Safirn, как вы знаете, очень хорошо себя зарекомендовала вот данными своими фонарями. Итак, приехал ко мне фонарь под маркировкой HS42, на котором заявлено 2100 люмен. Ну и не такой он уж и дальнобойный. 215 метров бьет. Чехол я покупал отдельно, в комплекте он не идет. И сразу хочу вам сказать, пока я не начал обзор, что с 5 по 31 июля будет действовать промокод на скидку в $6, который будет находиться у меня в описании под данным видео, либо в первом закрепленном комментарии. Поэтому, друзья, кто наметил себе купить данный фонарик, переходите, пользуйтесь промокодом. Все-таки $6 не валяется под забором. Что мы имеем на коробке еще? Тоже HS42, цвет черный. SST40 у нас светодиод 6000-6500 Кельвин. И на задней стороне коробочки что у нас указано? Значит, Moonlight 1 люмен. Низкий уровень 50 люмен, средний уровень 350 люмен, высокий уровень 900 люмен, турборежим 2100 люмен и точно так же 2100 люмен фонарик наш выдает в режиме стробоскопа. Ну а далее информация не такая уж интересная. Значит, влагозащита IP66 и вот такая вот информация. Вскрываем, смотрим. Да, чехольчик мы не посмотрели, друзья. Вот такой вот классный чехольчик. Что-то я смотрю, что там было на выбор 3 размера. И что-то я думаю, что я выбрал какой-то большеватый. Ну, во всяком случае, распакуем и посмотрим. Вот, то есть можем одевать под ремень без возможности быстросъема. Можем с возможностью быстросъема под кнопочку тоже под ремень. Либо под какой-то карабин, там под шнуровочку, либо под цепочку. Дабы нам не потерять наш фонарик. Вскрываем, смотрим. Вот такая коробка, как всегда у Safirn. Все подмагничено, все классно, круто и красиво. Вот такой вот комплектик. Давайте смотреть по-быстрому. Значит, приходит в комплекте кабель зарядки USB-A на Type-C. Длина метр. Непосредственно сцепка, видите, как все это дело упаковали. Налобная повязка плюс фонарик. Налобная повязка у нас, сам кронштейн пластиковый. Вот, кстати, мне больше нравится, чем резиновый. Больше нравится почему? Да потому что все это дело в любой момент времени мы можем как защелкнуть, да, так и, соответственно, снять. А вот с резинками надо будет помучиться. Но, опять же, кто как любит. Я люблю пластик, кто-то любит резинку. Тут, я думаю, спорить не о чем. Также в комплекте у нас есть 2 запасных уплотнительных резиновых колечка. И обратите внимание, друзья, что инструкцию сюда мне никак не завезли. Вот, поэтому все эти режимы я как бы узнавал методом научного тыка сам. Теперь для любителей узнать вес, демонстрируем вес. Вес полностью в оснащении с аккумулятором. 116 грамм. Если сюда добавить нашу налобную повязку, то наш вес составит 149 грамм. Вот, думаю, тем людям, которым важен вес, информация будет полезна. Ну, а наш фонарик имеет следующий вид. Очень классный вид. Да, смотрите, у нас есть защитная пленочка. Все по фэншую. Вот такой вот классный вид. Анодированный, крашеный алюминий. Сверху кнопка управления, включения. Здесь у нас разъем зарядки Type-C. В нижней части у нас есть магнит, довольно сильный магнит. Берем нож, и вот фонарик у нас висит, держится, все отлично, в принципе. И еще нашел такую вещь, кстати, я не помню, фонарик шел с темлячком или без темлячка. Короче, темлячка нет. Место есть, темлячка нет. Вот такой вот небольшой минусик. Фонарик у нас состоит и построен на базе аж 6 светодиодов. 3 верхние желтые светодиода, будем называть их светодиоды ближнего света. Это у нас светодиоды CSP2323 на 5000 Кельвин. Вот этот вот большой светодиод, будем называть его светодиодом дальнего света, светодиод SST40 6000-6500 Кельвин. И вот здесь и здесь
у нас установлены два красные светодиода HFL1R. Откручиваем наш фонарик. Удаляем, друзья, изолятор. Изолятор нужен для того, чтобы пока фонарик находится в пути от продавца к покупателю, аккумулятор не разрядился от какого-либо случайного включения. Многие с вас скажут, какие тут случайные включения, тут есть блокировка, но не все так гладко. Вынимаем аккумулятор. Аккумулятор у нас, друзья, фирменный Saphirn 18650 3000 мАч. Этот аккумулятор я забросил на тестирование во всем известное зарядное устройство Litokala Li500. Все это дело зарядилось. Я пришел, это увидел. Так, думаю, хорошо. Пойду возьму телефон, засниму, чтобы показать все это дело вам. Просто повторно тестировать не хочется. И пока я пошел за телефоном в соседнюю комнату, у нас обрубили свет. Все это дело пропало и потухло. Итак, заряд данного аккумулятора 2962 мАч был у меня. Хотите верьте, хотите нет, но доказательств мне, как вы понимаете, нет. Раскручиваем дальше наш фонарик. Все это дело из алюминия, опять же анодированного алюминия. Вот установлено два уплотнительных резиновых колечка и вот такой вот алюминиевый тубус. Ну и, соответственно, наша головка. Светодиоды плюс электронная начинка. Собираем. Кстати, магнитик у нас довольно сильный. Смотрите, что сделаю. Поднял пружинкой нашу батарейку. Да, друзья, аккумулятор вставляем плюсом вовнутрь. Есть умельцы, которые путают, потом пишут в отзывах: фонарь не работает. Только так. Все, привели мы фонарь в полное боевое, так сказать, в полную боевую готовность. И первым делом, для тех, кто спрашивает, может ли фонарь работать на зарядке, давайте мы с вами все это дело и проверим. Зарядное устройство от телефона подключаем в розетку, подключаем к фонарю. Смотрим. Загорается у нас, пошла зарядка, то есть индикатор у нас красный. Ну а когда фонарик у нас полностью зарядится, индикатор сменит свой цвет на зеленый. С этим ясно и понятно. Так, что же у нас происходит на зарядке? Нажимаем кнопку. Фонарик у нас включился. Включился двойной режим, то есть ближний плюс дальний свет. Тройным нажатием мы можем менять режимы вот этих вот светодиодов. Раз, два, три. Загорелись у нас два красных светодиода. Раз, два, три. Загорелся у нас один дальний. И раз, два, три. Загорелся у нас один ближний. Но все, друзья, режимы работают на шнурке, на зарядке, только в среднем режиме. И никаком другом. Так, теперь по порядочку. Поехали. И будем разговаривать с вами про блокировку. Вот когда я говорил, что от случайного нажатия установлен у нас изолятор. Многие говорят, что здесь есть блокировка. Да, друзья, четырехкратное нажатие включает блокировку. Раз, два, три, четыре. Фонарик мигает, говорит: хозяин, я тебя понял, я на блокировке и нифига не включусь. Итак, где-то фонарик у нас в рюкзаке, бах, нажатие. Фонарик мигнул, говорит: не, я на блокировке, нифига я не включусь. А тут, допустим, поезд, либо самолет, либо там корабль трясянуло, и получилось у нас не одинарное нажатие, а двойное. Оп. И фонарик полностью выходит из блокировки, притом остается во включенном состоянии. Вот у нас сейчас загорелся ближний свет, а не дай бог он загорится вот в таком состоянии, ближний плюс дальний. А не дай бог там еще двойное нажатие, и у нас включился турборежим, который жарит на таком расстоянии довольно неплохо. То есть в рюкзаке у нас случается пожар. Вот, поэтому я считаю, это одним из минусов немножко этого фонаря, что у нас двойное нажатие выводит фонарь полностью из блокировки. Либо четырехкратное, либо двойное. Надеюсь, вы поняли. Ну, а теперь по функционалу. Что у нас здесь есть? Значит, с выключенного состояния длительным нажатием у нас включается режим Moonlight. То есть режим в 1 люмен. Где-то в полной темноте на расстоянии 1 метр мы что-то с вами сможем рассмотреть. Далее нажимаем и удерживаем кратко. У нас переключается низкий режим. Нажимаем и кратко удерживаем. У нас средний режим.
Опять нажимаем, кратко удерживаем высокий режим. И двойное нажатие у нас включает турбо режим. При этом у нас включен как ближний свет, так и дальний. Ну и вот такой вот получается такая вот картина примерно, да. То есть ближний свет, вы видите, полностью рассеивается почти на 360 градусов, я бы сказал. То есть шикарно работает, где-то вот как для меня крутить автомобили. Просто замечательно. В то время как дальний свет бьет, видите, вот я-то глазом не вижу, но на камеру отлично видно. Бьет пятном и вдаль. Вот давайте вот так вот сделаем. Вообще точка видна, да? Переключение между режимами с выключенного состояния, не выключенного, а с включенного состояния мы осуществляем тройным быстрым нажатием. Раз, два, три, и у нас включился красный свет. Раз, два, три, у нас включился только дальний свет. Раз, два, три, у нас включился только ближний свет. И раз, два, три, у нас включился и дальний, и ближний свет. Вот, опять же, на любом режиме, давайте, допустим, на красном посмотрим. Вот красный режим. Нажали, подержали, у нас немножко притух. Нажали, подержали, у нас яркости добавилось. Нажали, подержали, яркости прибавилось. И опять же, двойное нажатие приводит у нас к включению турборежима. Давайте поменяем. Раз, два, три. Вот у нас сугубо дальний свет. Давайте вот так. Нажали, подержали. У нас минимум. Выше. Выше. И раз, два. Турборежим. Фонарик греется в турборежиме, особенно в двойном режиме, когда у нас горит и ближний, и дальний. Очень-очень сильно. Можно, вот здесь вот можно обжечься. Очень сильно греется, друзья. Особое внимание. Опять же меняем наши режимы. Раз, два, три. Вот, сугубо ближний свет. Опять же держим, меняем. Увеличиваем. Все это дело можно делать просто длительным нажатием. И у нас вот такой вот ступенчатая происходит регулировка. На любой ступеньке мы можем отпустить кнопку и остаться на том режиме, который вам нужен. С любого режима, вот двойное нажатие мы сделали, турборежим. Следующее двойное нажатие переводит наш включенный, допустим, свет в режим стробоскопа. Раз, два. Пожалуйста, у нас режим стробоскопа. Следующее двойное нажатие у нас переходит в режим стробоскопа, вот ближний плюс дальний. Вот такая мигалка. Следующее двойное нажатие. У нас режим стробоскопа красного свечения. То есть, мораль сей басни такова, что между режимами мы можем переключаться как с включенного состояния тройным быстрым нажатием, так и вот как паровозик. По порядочку поехали, да? Вот. Мы все перебираем режимы. Допустим, нам надо сейчас режим ближнего света, который сейчас вот у нас мигает. Но нам надо не мигание, а фонарик. Нашли этот режим стробоскопа и одним нажатием просто включили данный режим. После чего мы с вами можем вот менять свечение либо удержанием, либо нажатием кнопочки, либо двойным включением турборежима. Имеется также, забыл сказать, стабилизация, но стабилизации нет у нас на красном свете. Проверим наш фонарик в чехле, как это все дело выглядит. Нет, фонарик как раз по размеру. Все четко, шикарно, отлично и замечательно. Теперь идем на улицу и смотрим, как же работает у нас каждый буквально режим. Так, народ, у нас кромешная темнота. Ну что, давайте нажимаем и удерживаем режим Moonlight. Вот, как вы видите, на землю даже практически ничего не попадает. Вот уже я приземлился немножко и уже вот такой вот еле-еле свечение. Следующий давайте режим. Это низкий режим. И уже, как вы видите, довольно неплохо освещает. Следующий высокий режим. Еще круче. Следующий. То есть это был средний режим, это высокий режим. Вот, уже видите, и деревья видны, и небо голубое типа, хотя у нас кромешная тьма. Отлично. Ну и турборежим. Просто шикарно и замечательно. И все это на ближнем, друзья, свете. Режим ближнего света, 3 верхних светодиода. Так, стробоскоп. Наш стробоскоп.
ближнего света. Так, останавливаем и меняем на дальний свет. Так, давайте мы, наверное, выключим. И включим режим Moonlight. Вот, дальний свет уже, как видите, какую-то точку нам вырисовывает. Следующий, низкий. Тут низкий, как, не знаю, как высокий. Ну, опять же, это все дело на камеру. Глазом немножко все это дело, конечно, видно меньше. Это я вас хочу сразу предупредить. Итак, средний режим. Вот тут уже посерьезнее, да? Вот так вот все видно. Все, даже березка вдали. Фокусируется, блин, на мою руку. Вот так это все освещается. Высокий режим. Тут уже вообще по крутяку. Вот видите, вдалеке березы. Шикарно. Ну и турборежим. Это все у нас, друзья, дальний свет. Довольно неплохо. Но опять же, на камеру все это дело получается намного красивее, чем вживую. Хотя и вживую тоже неплохо таки все это дело выглядит. Меняем режим ближний плюс дальний. Режим Moonlight ближний плюс дальний. Вот такая вот тоже у нас пятнышко в центре от дальнего света. Ближнего не видно. И следующий режим низкий. Вот так это все дело у нас выглядит. Следующий режим средний. Вот тут уже, конечно, посерьезней. Высокий. Шикарно, просто шикарно. Ну и турбо. Бах, как днем. Как я говорю, сварка. Шикарно освещает. Опять же, напоминаю, на камеру все это выглядит немножко круче, чем вживую. Так, ну и что у нас осталось? Режим красного фонаря. Вот красный фонарь. Так, давайте уже поменяем режимы. Это у нас самый низкий режим. Вот так это все дело выглядит. Следующий. Наверное, с этого я и включал. И следующий. Вот еще ярче. Еще видите, красное кругом. Ну и турбо. Вот так это у нас все дело выглядит. На этом, друзья, все. Все режимы я вам продемонстрировал. Фонарик просто бомбезный. Я думаю, за свои деньги, тем более с 6-долларовой скидочкой. Поэтому переходим, смотрим, покупаем. Все, друзья, на этом всем пока. До новых встреч, до новых видео.